Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач и Илья Левин, и мы будем говорить на одну очень интересную тему о правительстве, которое должно быть собрано. Добрый вечер. Еще раз хочу поздороваться со всеми, сказать, что вы знаете, как это любят говорить на телевизионных каналах, вы на правильном канале. И поэтому давайте мы сегодня поговорим о том, каким образом у нас продолжается формирование правительства. Скажем так, оно еще не официальное. Почему? Потому что официальным оно может стать только после того, как президент страны вручит мандат на формирование правительства лидеру той либо иной партии. Ну, это, скажем так, определенный протокол, то есть определенное расшаркивание друг перед другом. Всем понятно, что формировать правительство начнет Биньямин Нетаньяху, лидер партии Ликуд. И поэтому сегодня уже, не сегодня, уже буквально несколько дней, как идут переговоры с ближайшими союзниками. На самом деле все не очень просто. И зная о том, насколько политически опытен во всех этих делах Биньямин Нетаньяху, и будучи хорошо знакомым с главой его переговорной группы Яривом Левином, я хочу сказать, что мы увидим много интересного. Это будет как захватывающий триллер. Почему триллер? Потому что переговоры о создании коалиции, о создании правительства после выборов, это уже, скажем, немножко другая сторона медали. Вы знаете, как несколько цинично говорят, мало ли что я вам обещал. Почему? Потому что сейчас это все нужно уложить в рамки прокрустового ложа. Нельзя превысить количество министров, которые были в предыдущем правительстве. Иначе это прямой повод подставиться под критику. В то же время нужно разделить так, чтобы и союзники остались довольны, и непосредственно в Ликуде осталось достаточно постов для того, чтобы удовлетворить аппетиты тех людей, которые находятся впереди списка. И поэтому сегодня предполагается, что формирование правительства будет идти в несколько этапов. И в одном из этих этапов, например, пост министра обороны, я думаю, что Биньямин Нетаньяху оставит по-любому за собой. Почему он оставит его? Почему он его оставит за собой? Потому что вы знаете, что любое правительство, которое чем больше мандатов есть в новом правительстве, тем оно более устойчивое. И самое главное, тем более сбалансированы требования различных сторон. То есть, когда мы видим в правительстве 65 мандатов, это, конечно, хорошо, это даже здорово, но это дает возможность практически каждой из фракций диктовать свои условия. А диктовать свои условия вещь не очень полезная. Почему? Поэтому всегда лучше это правительство увеличить. И тогда, во-первых, и более широкий спектр народа будет представлен, и это умеряет аппетиты фракций. Поэтому я думаю, что та фракция, которую мы можем еще увидеть в нашем правительстве, вы понимаете, все в руках Господних, поэтому будем посмотреть. Но я где-то думаю, что Ганс сотоварищи, генерал Ганс, наши бело-голубые, они рано или поздно к правительству присоединятся. Почему? Потому что практика показывает, что партии, которые занимают нишу в центре, им находясь вне правительства, они очень быстро уходят. Потому что они, называется, не перченые, не соленые. То есть они не те, ни другие. А это всегда плохо. Поэтому я вполне допускаю, что Ганс где-то ведет переговоры с Биньямином Нетаньяху о том, чтобы войти в это правительство. Хочу сразу сказать, что все разговоры на тему того, что партия Исраэль Бейтейну хочет войти в правительство, на сегодняшний день это разговоры только со стороны партии Исраэль Бейтейну.
По крайней мере, мне так сказали, что никаких переговоров на эту тему не ведется. И вбросы в прессу – это своего рода зондаж. Ребята, вы нас возьмете или не возьмете? Ну так вот, пока разговор об этом не идет. Хотя, с другой стороны, зная Биньямина Нетаньяху, который всегда за то, чтобы расширить правительство, я даже не исключу такого, что он согласится на, по крайней мере, какие-то, на проверку требований, которые будет предъявлять Исраэль Бейтейн. Так вот, самая большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что Биньямин Нетаньяху хочет максимально быстро собрать правительство. И поэтому он предлагает сформировать его в 2 этапа. Что значит 2 этапа? Он предлагает для начала просто разделить министерские портфели, чтобы каждый из его союзников получил свои портфели, успокоился на этом и знал, что он входит в правительство, и представить это правительство на утверждение Кнессета. А уже потом, после того, как правительство представлено на утверждение Кнессета, начнутся переговоры о формировании общей политики. То есть, куда идем, с кем дружим, против кого воюем. То есть, это, ну, скажем так, поэтапный, двухэтапный план. И несмотря на то, что, скажем так, и Гафни, который представляет в данном случае партию Дегеля Тара, и Смотрич, они вроде бы сопротивляются этому всему, но я думаю, что это пройдет. Почему? Потому что это разумный подход. Потому что чем быстрее будет сформировано правительство, тем меньше шансов останется на то, что нам еще какую-то бяку сделают уходящие ребята. Поэтому давайте исходить из того, что и Биньямин Нетаньяху, и Гафни, и Смотрич, они понимают, насколько важно представить это правительство чем можно быстрее. И вот здесь возникает еще один очень интересный момент. Если все думают, что самое главное, кто займет пост министра финансов или кто займет пост министра внутренней безопасности, нет. Камнем преткновения является пост министра по делам религии. Да, Почему? Почему? Потому что, с одной стороны, всегда ШАС привыкла, что это ее вотчина. С другой стороны, Бецалель Смотрич тоже нацелился на этот пост и говорит о том, что, ребята, вы знаете, у нас мандатов-то вместе с Бен-Гвиром побольше, чем у ШАС. Поэтому смотрите и в нашу сторону тоже. Это некий такой, И я вот, думаю, похож на политический шантаж в кавычках. Смотри, любые переговоры являются на самом деле шантажом. Любые переговоры. Особенно то, что касается политических. И вот здесь я хотел бы заметить одну вещь. Когда мы говорим о Бен-Гвире, я бы не сбрасывал с весов то, что Бен-Гвир способен на то, чтобы упереться в свою позицию и не отступить с нее. Мы это видели перед тем, как была попытка Биньямина Нетаньяху сформировать правительство 1,5 года назад. И Тамар Бен-Гвир уперся и сказал: нет, мы будем удерживать это правительство от сползания влево. Уперся и не дал. Поэтому я думаю, что это своего рода красный флажок, который постоянно маячит перед Биньямином Нетаньяху, что со Смотричем надо держать себя аккуратно. Опять-таки подчеркну, что с учетом того, что Биньямин Нетаньяху наш старейший и опытнейший политик, поэтому надеюсь, что он все это проскочит и со всем этим добросовестно справится. Но вот сейчас надо сказать, что и Смотрич, и Бен-Гвир договорились, что они координируют свои действия, и несмотря на то, что мы знаем, что это 3 партии, да? 3 партии, но они в одном блоке, они будут держаться вместе и диктовать свои условия тоже вместе.
что дает им определенную электоральную силу. Мы понимаем, что их 14 мандатов немножко больше, чем мандаты партии ШАС или мандаты партии Яхдут ат-Тора. То, что касается партии Яхдут ат-Тора, вы знаете, что эта партия, ну, скажем так, занимает нетрадиционную, не подумайте ничего плохого, нетрадиционную позицию по отношению к правящему правительству. Они предполагают, что они не хотят быть министрами. Они не занимают должности министров. Это связано с тем, что они не всегда принимают светский характер государства. И поэтому они говорят, что, ребята, вы нам дайте пару комиссий. А пара комиссий, на которые они настаивают, как всегда, это финансовая комиссия и комиссия по законодательству. Это две основные, ну, скажем так, из основных комиссий, которые партия Яхдут ат-Тора хочет получить себе за то, что она отказывается от министров. И, естественно, они хотят, как всегда, пару ставок заместителей министров. И обычно тогда получается так, что посты тех министерств, в которых они получают замминистра, остаются в ведении главы правительства, и они остаются, ну, скажем так, хозяевами в своих министерствах. Это то, что касается партии Яхдут ат-Тора. То, что касается партии ШАС, здесь вопрос очень интересен в том, что Арье Дери верный союзник Биньямина Нетаньяху, и поэтому Биньямин Нетаньяху может рискнуть доверить ему тот пост, который не может доверить Смотричу и Бен-Гвиру. То есть, да, это на самом деле непросто. Почему? Потому что, скажем так, Арье Дери опытный политик, умеющий играть в команде, и поэтому с ним всегда можно договориться о той либо иной политике, особенно если речь будет идти о Министерстве финансов. И на сегодняшний день вопрос стоит таким образом, что если Министерство финансов придется отдать Бен-Гвиру и Смотричу, то, по всей видимости, из него будет выведен бюджетный отдел. Бюджетный отдел, и этот бюджетный отдел будет передан в ведение главы правительства. А чтобы понять, Министерство финансов без бюджетного отдела – это примерно то же самое, как вы пошли на рыбалку и забыли удочку. Вы-то собрались, и все хорошо, вот только удочку забыли, поэтому… А так все нормально. Можно даже зайти на обратном пути в магазин и рыбу купить. И никто об этом не узнает. Вот это один из вариантов защиты. Кстати, приведу пример. У нас подобное уже когда-то было. Если вы помните, наш нынешний министр финансов когда-то захотел примерить генеральские погоны и стал министром обороны. И уволился. Так вот, Министерство обороны был создан, ну, скажем так, специальная группа, которая занималась защитой от министра. То есть, чтобы не было непрофессиональных действий. Поэтому это один из вариантов того, как делают обычно с министерствами, которые вынуждены передать, ну, скажем так, не самым опытным политикам. И плюс, если вы помните тогда, все, что касалось взаимоотношений с Соединенными Штатами и закупок, которые были связаны с американской военной помощью, это все тоже было передано в ведение Министерства главы правительства. То есть это вот то, что касается вот этих вот вещей. То есть это на самом деле, ну, один из вариантов тушения пожара. Да, Теперь тогда, у нас есть… тогда может показаться, что как бы даже человека берут, ставят на пост министра, да, он тоже не может делать все, что он хочет. Смотри, здесь в данном случае подход немножко другой. Когда замминистра остается в министерстве, где глава правительства держит несколько портфелей, он, скажем так, глава правительства закрывает глаза на то, что командует замминистра. То есть с этим все нормально. Но вот тут есть еще у нас один момент, особенно связанный с Министерством финансов. Это то, что партия ШАС, мы говорили как-то в предыдущем ролике, не сегодня, а какое-то время назад, когда говорили о том,
как кто идет на выборы, и рассказывали о том, какие партии как выглядят. Партия ШАС, она социальная партия. Она очень настроена на то, чтобы удовлетворить нужды своего электората, который, ну, скажем так, далеко не самый богатый. То есть они зачастую нуждаются в помощи. И в партии ШАС есть такая традиция, они любят раздавать продуктовые карточки. Это знают наши пенсионеры, которые их получают, а также социально слабые слои. А это всегда кошмар для любого министра финансов. Потому что продуктовые карточки, раздача денег населению, она, когда да, полезна, когда все-таки лучше придержать это все у себя. И поэтому вот Кстати, это вот я все извиняюсь, я те на нюансы. секундочку обязан тебя перебить, что если ребята, кто нас смотрит сейчас, это первое видео, которое они смотрят, вы попали в плейлист. Перейдите в конце на первое видео данного плейлиста, и тогда у вас, как, скажем, на иврите, пазл сойдется, и цепочка будет более правильно принята и воспринята, чем просто, потому что мы иногда говорим о вещах, которые мы уже обговаривали, да, и для вас, может быть, это будет немножко странным и непонятным, поэтому просто идите в начало плейлиста, и вы все увидите. Извиняюсь. Поэтому вот это все те подводные камни, которые известны на сегодняшний день. Почему это подводные камни? Потому что, ну, скажем так, сначала надо грубо обозначить границы тех блоков в правительстве, которые на сегодняшний день формируются. После того, как блоки сформированы, когда всем сестрам роздано по серьгам, тогда уже можно будет начать сглаживать углы и собирать этот пазл в единое целое. Вот это то, что известно на сегодняшний момент. И что бы я хотел посоветовать нашим слушателям, воспринимать это все со здоровой долей скептицизма. Почему? Потому что, вы знаете, когда мы находились в предвыборной гонке, целый ряд очень серьезных институтов, у которых находится большое количество умных специалистов, высоколобых, закончивших лучшие университеты мира, они рассказывали нам, как закончатся выборы. Если вы сегодня пролистаете, вы увидите, что ничего из этого не оправдалось. Ну вот мы, я надеюсь, тоже высоколобые, надеюсь, что говорим то, о чем знаем, но в то же время я хочу сказать, что практика не всегда совпадает с теорией. Поэтому при всем при том, что мы друг к другу хорошо относимся, давайте все-таки думать о том, что ситуация не стопроцентная. И то, о чем мы сегодня говорили, это не Тара, это все будет меняться, это все может измениться очень резко, если возникнет еще один коалиционный партнер. Поэтому давайте воспринимать это все со здоровой долей скептицизма, и мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация, и постараемся вас проинформировать. И дадим этому Вот у правительству меня как все. минимум 100 дней на притирки, на все как и принято. Не, ну, скажем так, 100 дней, это то, что называется 100 дней, когда нельзя критиковать правительство. Это уже после того, как оно будет сформировано. Еще подожди, оно еще не сформировано. То есть еще эти 100 дней не начались. Давай все-таки дадим небольшую льготу. Поэтому вот так. Самое главное, дорогие друзья, будьте вы нам все здоровы. И мы очень надеемся, что эти политические перипетии, они не скажутся на вашем душевном здоровье в первую очередь. Я еще раз хочу сказать, что, уважаемые господа, у нас было правительство лево настроенное, сейчас у нас правительство право настроенное, но подчеркиваю, что это и те, и другие, которые любят нашу страну, и поэтому это просто немножко более другой подход, и давайте жить спокойно. Всего вам хорошего, удачи. До свидания, пока.